Привет, касатики. Пантушкин. Юрец из Москвы. Вот там видел что? Песок, горы, море. Это была реально программа «Сдохни или умри». Бедные и голодные побеждают богатых и сытых. Надеюсь, она была закрыта, пацан. Посмотрю, наверное, этот выпуск. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Десять лет назад ты писал в своем ЖЖ: за вчерашние сутки 1613 уникальных просмотров в журнале. Расскажи, кем ты был 10 лет назад? Ну ты копнул. Я делал квесты в Лос-Анджелесе. Мы занимались квестами. Ну, я думаю, ты играл, ты знаешь, что это такое. Я знаю, что такое, ни разу не дошел, да. Это офигительная вещь, на самом деле. Мы прям... У меня было... Я когда возвращаюсь назад в свою молодость, я понимаю, что я прожил как бы несколько жизней, знаешь. То есть у меня была там квест-молодость. Мы там 3 или 4 года устраивали какие-то квест-игры. Это было очень круто. Это, кстати, была такая предтеча, на самом деле, моих больших выпусков. Это, условно, ночные, ну, не гонки, а некий маршрут, который, загадки, разгадки и так далее. То есть, да, это очень круто. Это прям затягивало. И мы были одними из первых, кто это делал в Лос-Анджелесе. Потом у меня было большое увлечение... Ты классно называешь этот город. Еще есть Луганстерск. Так. Вот. Потом у меня был достаточно большой отрезок в ночной жизни города. Я занимался всякими там арт-директорством, диджеингом и всем остальным. Вот, привозил артистов. А потом у меня был 3-летний отрезок, который назывался «Радио». Это я тебе так... Ты придумал радиостанцию, которую руководил? Да. Даже парочку. Если бы тебе тогда, когда ты радовался вот этому количеству просмотров, сказали, что через 10 лет ты будешь главным тревел-блогером русскоговорящего Ютуба, и у тебя видосы будут собирать по 10-15 миллионов просмотров, как бы ты отреагировал? Ну, я бы вряд ли поверил, конечно. Я до сих пор не отстреливаю, что происходит. Первый мой вообще блог или влог, я ненавижу это название, но так или иначе он существует, вообще, это название. Он был из Нью-Йорка. Мы полетели с моими друзьями в Нью-Йорк на выступление моей подруги диджея. Вот, и я запилил такой бложик. Это был мой первый travel-блог, условно говоря. И он набрал какое-то количество просмотров, и это было типа из серии там 400 или 500. И я радовался этому мега-успеху. И когда меня в Решке начали записывать как ютубера, я очень ржал, потому что, ну, на самом деле это... Аванс. Да, такой большой аванс. Без 15:12 мы должны были выйти еще 2 часа назад. Естественно, вовремя никто не вышел. Самое забавное, что я вижу, как Юрец волнуется. То есть прям он хочет набирать все больше и больше вещей. Но это типичные ошибки человека, который первый раз ходит в походы. Давай расскажем, сколько мы договаривались о встрече. Год, я думаю, да? Почти. С начала календарного 2020 года мы договаривались. Ну и мы сразу договорились, что это должна быть история про какое-то что-то около путешественническое. Я первый раз в жизни в этом году, отчасти благодаря пандемии, пошел в поход в Карпаты сам. Никогда в жизни до этого не ходил в походы и прошел неделю по Карпатам. И прям меня порвало на 1000 маленьких ниндзя. Это очень красиво. И прикол этого похода то, что ты видишь красоту, которую ты обычно не видишь, когда ты приезжаешь на машине или пролетаешь на самолете. То есть ты как бы все эти деталечки какие-то ты рассматриваешь. Это прям офигительно круто. Мы сейчас на Ликийской тропе. Ну, практически возле Ликийской тропы. Это один из самых известных пешеходных маршрутов планеты. Один из самых известных длинных пешеходных маршрутов планеты, потому что он там более 540 или 530 километров. То есть можно отсюда дойти до Анталии. Сразу давай уточним. Есть 2 варианта у этой Ликийской тропы. Есть вариант Анталии, это где собираются туристы со всего мира. И есть вариант западный, у Алюдениза. Да. Западный вариант, он чуть менее попсовый. Но это менее туристическое место. Мы выбрали западный вариант по 2 причинам. Во-первых, он легче, а мы уже не молоды. Он, наверное, более красивый, а у нас есть камеры, и, соответственно, мы можем все это, по идее, достойно снять. Ну и еще задумка, давай мы огласим. Турция считается самой попсовой страной с точки зрения туризма. Одной из самых попсовых. Мы решили показать, что провести время в Турции можно интересно и вне попсового флера. Смотри, когда ты идешь в пеший поход, абсолютно, мне кажется, что абсолютно неважно, где ты его делаешь. Потому что это как раз тот способ, когда
любой, даже самый попсовый маршрут практически в любой стране, он будет красивым. Я надеюсь, это как гипотеза. Вот мы сейчас ее пробуем проверить. Мы идем в поход минимум с одной ночевкой, минимум, но Серега требует 2. Погнали? Вперед! На съемку! Не-не, нормально, Антох, я сам. Антох, я сам, все в порядке. Серег, подскажи, пожалуйста, как вот так. Давай, ты сможешь. Прям сильно, оно прям даже чуть должно... Это туристы из Туапсе приехали, знаешь, в Турцию. Есть такое. Ну, пока это полный балаган. Именно полный балаган. Максимально смешно, потому что Юра собирается как Что? на премию GQ. Да Ну, вот не практически, надо. только в сфере туристического бизнеса. Но ты собирал, ну ты педантично собирался, прям, Все нормально. ну ты же понимаешь, да, нам вот туда. А, смотри, Целью. нам туда первая наша точка, Антох, показывает. Ну, где-то вот туда, да. А это срезаем. А мы срезаем. Срезаем. По идее. Начало положено. Давайте зафиксируем. Мы 10 метров отошли, Антоха решил включить главного тревел-блогера Ютуба, срезать путь, и мы сразу же свернули не туда. Погнали. Антон, Всё всё. будет. Дальше лучше. Дальше лучше. Все, я тебе доверяю. Где это и когда это? Во-первых, это прическа-микрофон. Так. Это на радиостанции. Немножечко в стиле Ильи Варламова. Да, я был таким одуваном. Я работал на радио, я приехал как раз из Луганска, вот, я работал в большом медиахолдинге, я сначала занимался вообще интернетом, то есть я там типа админил их сайты и так далее. А потом в какой-то момент мы с человеком, который меня, собственно говоря, вытянул из Луганска, пригласил в Киев, придумали, ну, я выступил с идеей, а он как бы это организационно оформил, радиостанцию Lounge FM, так она называлась. Это была типа первая такая радиостанция с, скажем, не драйвовой музыкой. И за 1,5 месяца я ее практически сам собрал. Вот, и мы запустились, и она, по-моему, до сих пор здравствует в Киеве. На каком этапе твоей жизни появилось слово «касатики»? Касатики. В общем, касатики. Да, касатики. Касатики. Ну что ж, мои хорошие. Это не тот текст, секунду. Касатики. Не знаю, это как-то все очень органично, мне кажется. Я не знаю вообще до сих пор, что это значит. Но это просто какое-то уменьшительно-ласкательное слово, которое как-то вошло в обиход. У тебя же есть фраза там, например, «вперед» или какие-то такие вещи, или именно Вперед. это? Вперед! Вперед! Вперед. Вперед! Или «работаем». То есть должны быть какие-то такие свои штучки фирменные. Но это просто как-то так... То есть ни бабушка, ни мама тебя так не называли? Нет. Ну, знаешь, это же, наверное, из нашего детства. Я могу говорить нашего, мы же примерно с тобой... Да. Вот, да. Ты касатик. Я потом, ну, как-то я так это все когда-то ляпнул, и, не знаю, и вот оно как-то пошло в народ. И как и фраза, которую я говорю в конце, я ее говорю уже иногда, заставляю себя говорить, потому что она, мне кажется, не всегда органично звучит. Путешествуйте. это Да, оно того стоит. Путешествуйте. Оно того стоит. Ну, как-то я сказал это на Решке однажды, сказал я, и почему-то мне эта фраза так прилипла ко мне, и я ее периодически говорю. Мы поднялись на 550 метров, и стало гораздо тревожнее, чем было до этого. Нашего героя мы записывали месяц назад, но там было так много красивых видов, что мы посчитали неправильным рекламную интеграцию записать без красивых видов. Спустя месяц мы ровно на полдня пригнали в Турцию снова, чтобы показать вам вот такие виды. На этот раз Каппадокии. Поэтому, друзья, вам вот эта красота, а нам с пацанами кофе. Потому что именно про кофе будет эта интеграция. За благополучное приземление. Мы облако пробили. Мы пробили облако. О, горы! Горы! Пацаны! Вот это красота!
Мы действительно обожаем кофе и пьем его везде. И на воздушном шаре, и на съемке, и дома. В начале этого года Эльдорадо и Philips подогнали мне кофемашину, с которой у меня случилась настоящая любовь. Сначала она стояла у нас в офисе, а теперь у меня дома. А сейчас, под Новый год, мне презентовали новую серию кофемашины. Philips 4300 Latte Go. В прошлой версии было 3 вида кофе, а в этой их целых 8. К эспрессо, капучино и классическому кофе добавились американо, латте макиато, кофе с молоком, ристретто и кафе крема. Как и в прошлой версии, кофемашина оснащена уникальным капучинатором Latte Go, который создает молочную пенку и очень прост в уходе, потому что состоит всего из 2 деталей. Теперь приготовить кофе под свой вкус стало еще проще. В этой серии есть 2 профиля пользователя. И в зависимости от профиля один и тот же напиток может отличаться по крепости и по пропорциям кофе и молока. Проверяем. Ставлю самый крепкий кофе, молока. О, пошла жара! На сайте и в приложении Эльдорадо эту кофемашину сейчас можно купить с отличным дисконтом за 49 990 рублей вместо 69 990. А если ввести промокод ВДУТЬ3000, который действует до 10 января, цена будет еще на 3000 рублей ниже. Переходим по ссылке в описании, скачиваем приложение Эльдорадо, оформляем заказ и пьем вкусный кофе в новом году. Погнали! Не разгребу. Ух ты! Нормально, нормально. Нормально! И хуже бывало. Ну все, вставай. Как тебя зовут? Меня зовут Рима. Ты на ликейку, да? Да. Класс. Просто Серьезно, решила первый раз? двинуть сама? Ой, это дуть. Вообще сама с ночевкой или просто? Да. С ночевкой? Да. Блин, круто. Первый раз вообще в жизни? Одна, да, в принципе. Ну, во многом ты меня на самом деле вдохновил поехать сейчас. Серьезно? Прикольно. Да ладно. Круто. Да, круто, что встретились. Давай. Было приятно познакомиться. Вот там видел что? Видел что? А фишка в том, что Ликейка — это же не только пешеходная тропа. Здесь еще очень популярная точка для параглайдеров, то есть парапланеристов. То есть тех людей, которые спускаются на парашюте. Красиво. Управляемый, да. Я 2 или 3 раза в жизни делал такую штуку. Вот с моей точки зрения это самое максимально приближенное к вот реальному полету. То есть ты вот по-настоящему летишь. Это страшно, но в таких местах это дико красиво. И ты понял, они с горы, вот там где-то пару тысяч метров, спускаются прямо на пляж. И на термических потоках, а так как здесь есть и термические потоки, и просто ветер с моря, получается, ударяется о скалы, поднимается вверх и создает подъемную силу для этого крыла. То есть они могут даже вверх подниматься. И вот так вот красиво кругами планируют туда. Как бы я орал, а, если бы я там был. Самое неочевидное место, в котором ты бывал. Ты не интересуешься футболом, но в 2012 году была сказана одна из важнейших фраз в истории футбола, а может быть и человечества: «Ваши ожидания, ваши проблемы». Это Андрей Аршавин сказал, звезда сборной России, когда на него накатил депутат Госдумы и предъявлял ему за результат. Это в прошлом году было, я поехал в Албанию. Ну, типа, реально, ты же не ждешь ничего от страны, которая называется Албания. Страна-мем. Ты помнишь албанский язык, да. Вся эта тема? И ты приезжаешь в Албанию с ноль ожиданий, вот 0 ожиданий. И ты такой, чё? То есть она реально очень красивая Адриатическое страна. море. Ионическое море, горы, красивые горные дороги, серпантин, относительно дешевизна. То есть понятно, что наверняка там есть какие-то условности, там наверняка есть какая-то преступность, но в целом кайфец. И когда у тебя всегда заниженные ожидания, и когда они превосходятся, когда ты приезжаешь на ту или иную локацию, это всегда очень круто. Вот просто вот, чтобы вы понимали, что у нас под ногами. Вот
Ну, короче, у меня история в том, что я постоянно теряю вещи. Вот реально, постоянно. Что потерял? Литровку. Именно по этой причине камеру я всегда ношу вот, на стрейпе. Потому что потерять камеру значительно более печальная история, чем потерять литровку. О, мэн. Попить можно? Ну, я надеюсь, что можно будет. То есть это вот, по идее, должны быть цистерны, Так. в которой должна быть вода. Судя по всему, она здесь есть. Да. Смотри, какой приколдес. Это очень прикольно. Ну, Да, груша, скорее да, это сушеная. груша. Да, это какой-то... Это тыква сушеная. Слушай, ну, выглядит, не очень круто, но... А пахнет как? Нормально, слушай, я просто Что, пил... пробуем? Я пил из... Конечно. То есть получается, что по маршруту должны быть разбросаны цистерны с вот такой водой. Умылся. И Колодезный. Ну-ка. Смотри. Они же могут вообще, они могут перевороты делать, мертвые петли. Смотри, там можно быть одному, а можно вдвоем, да? Угу. В этом подвесе. Что это? Вообще это маркер пути. Почему красно-белое, интересно? Я не думаю, что здесь закололся какой-то смысл. И ты думаешь, это перерисовали? Не, просто забавно, как это играет в 2020 году. Да. Какое значение Ты это замечаешь приобретает. сразу же. Да. В общем, мы ориентируемся на них, когда идем. И это значит, что мы на верном пути. Все супер. В этих словах есть какой-то скрытый подтекст, да? В каких? Мы на Никакого- верном пути. Мы ориентируемся на них. Ох Да? ты! Нет? Я не имел этого в окей, виду. хорошо. Короче, белорусы, родные, держитесь. Погнали. Кто твои родители? У меня есть только мама, отец погиб, когда мне был год. Вот. Мама педиатр, обычный педиатр, но она сейчас не работает. Как она воспринимает то, что с тобой происходит последние 3,5 года? Ну, для нее это отличный варик понаблюдать за сыном. Вот. И она периодически Против спрашивает... экране? Да. И она периодически меня спрашивает, присылает мне ММСки и СМСки с вопросом: Антоша, как узнать, какая скотина поставила дизлайк? Это было максимально смешно. То есть мама, конечно же, переживает, ищет всех хейтеров. Я думаю, что у тебя такая же, наверное, история. И она наверняка лучше меня знает все выпуски, ну, где там, что мое имя упоминается, мама мне обязательно об этом сообщает. То есть она такой человек, который, можно сказать, SMM-менеджер. Она собирает всю информацию, и потом в очень дозированном виде, потому что не может много писать и долго писать, она мне выдает... Фидбэк. Да, очень удобно. Она путешествует? Нет. Почему? По разным причинам, но основная причина то, что она находится в Киеве, и у нее даже нет загранпаспорта. Слушай, это, мне кажется, от человека очень сильно зависит. Мой друг, он рассказывал, это был невероятный экспириенс, он рассказывал про путешествие своей семьей, в составе которой была бабушка 80 лет, когда они поехали впервые в... Или это был или Рим, или Париж, я не помню точно. Это невероятно круто. То есть ты исследуешь, на самом деле, уже тогда не город, а человека. Реакция. И то, как он меняется на протяжении этой поездки. У меня, конечно, есть мысль сделать такое с мамой, но я не знаю, когда это будет, потому что сейчас ничего, кроме работы, практически в моей жизни нет. Мама есть, безусловно, но она как-то так очень компактно находится дома. Это просто ветер. Но это так круто. Правда круто. Офигенно. Ну, ты понимаешь прикол, да? Вот если бы ты ехал на автомобиле, ты бы даже, ты бы не остановился возле сосны, и, естественно, не слышал бы, что она очень прикольно раскачивается, шумит на ветру. Ну, вот за это я, на самом деле, и полюбил такие пешие походы, потому что ты все в деталях видишь. Это прикольно. Антох, ты видел такое? Что именно? Закрученная сосна. Это значит, что она стоит в ущелье так, что она попадает в ветровые потоки, с одной стороны, одинаковые. Ее крутит, все время на ветке давит,
и она растет под этим ветром все время. Нил Деграсс Тайсон, чувак, который очень известный популяризатор астрономии, он рассказывал, что самое главное — оставаться ребенком и постоянно задавать вопрос «почему?». На этом строится наука, на самом деле. И да, круто на маршруте задаваться вопросом, почему такая фигня происходит, почему дерево закручено. Важно, чтобы был кто-то рядом, кто мог объяснить. Слава богу, что у нас есть. Юрет, Да. иди сюда. Ты видел хоть раз гранат, который растет на... Не, я только в холодильнике его видел. Ну вот он. Гранатовый сок. Это такая тема, я никогда не видел, как он растет. Я так просто сказал, я тоже не видел. А, то есть ты умничал, да? Ну я увидел просто первым и решил, да, это вариант. Ну это прикольно очень. Это очень классно. А мы еще потом покажем. У нас мы сняли базу. В номер, разумеется, Сереги свисают мандарины. И он прям в окно. И он первым делом вчера хомячил их. Вкусный мандарин, реально. Да, реально хороший Как мандарин. у нас из овощной лавки. Да, Кать. Погнали. Погнали. Мы до заката пытаемся найти место с видом, чтобы переночевать. Шансов на то, что мы успеем на красивое, в целом не было, потому что кое-кто долго собирался, мы поздно вышли, останавливались поснимать. Но что-то пошло так. Сколько мы прошли? Давай сразу, чтобы все по-честному было, чтобы не было ощущений, что мы сейчас строим из каких-то ходоков. Мы прошли немного. Мы прошли 13 километров. 13 километров. Там, горку с горки. Ну, нормально, поднялись метров на 800 где-то. Я радуюсь как ребенок все такие моменты, потому что, понимаешь, я говорил, время, свет, место. По-моему, все сошлось. Ну, все сошлось. Нам нужно установить палатки. Я этого не делал 15 лет. То есть ты когда-то это делал? Фестиваль нашествия 2005. Я, на самом деле, первый раз в жизни собрал палатку год назад в Исландии. Ребята, попробуйте как-нибудь выехать с палаткой, вот прям заставить себя. Я, то есть, максимально тупил и собирал ее 25 минут по инструкции. 25 минут. Я клянусь. Это быстро? Это Я очень стул из долго. Икеи собираю дольше. Это очень долго. Окей. Но прошло несколько месяцев, я собирал палатку примерно за 5-6 минут. То есть это, в принципе, У нас похоже? обучаемо. Да, думаю, что да. Опа! А вот как натяжение что дает, блин. А нахрена колышки? Она что, стоять не будет без них? История по поводу колышков. Я первый раз в жизни поехал на Фарерские острова и ставил там палатку. А на Фарерах все кемпинги, они прямо возле океана. Это потрясающе красиво, но, как ты понимаешь, есть один минус. Холодно. Ветер. Ветер идет с океана. И в один из таких дней я думал реально, что меня к чертям унесет, как Элли и Татошку, помнишь? Ага. Ну, то есть вообще, потому что колышки плохо забил. То есть палатка ходила ходором. Так что с колышками надо быть аккуратным. Здесь сегодня будет все хорошо. Искусство забивать — это важно. Искусство забивать именно в палаточном деле — это прямо архиважно. Слушай, самая прикольная штука — это то, что ты можешь свой домик маленький поставить там, где ты хочешь. Вот мы нашли прикольную локацию, красивый спот. Это что ты не просто засыпаешь, ты просыпаешься с таким видом. Так, коврик, да? Я помню. Да. Секунду, вы же понимаете, что сейчас Юрий будет дуть? Все, вроде все. Блин, офигенно. А это разные половины? Огниво — это штука, при помощи которой можно добывать искры. У тебя нет зажигалки, там, спички намокли, еще что-то. Это всегда работает. Ты можешь натереть и чуть-чуть, а потом сделать искры, и у тебя будет сейчас... Блин, это как шаровая молния. Это как порох было. Наш Прометей. Ты все свои выпуски делаешь один. Почему? Слушай, вообще начиналось все это с того, что я на Решке, на проекте «Орел и Решка»,
очень многому образовывался. То есть я учился у операторов, у сценаристов, всему остальному. То есть мне просто это было, ну, как бы интересно. И в какой-то момент я понял, что, наверное, мне бы интересно было попробовать, смогу ли я потянуть все это сам. Как-то я так себе решил, что, может быть, у меня получится. Ну и плюс к этому, безусловно, есть еще один важный, немаловажный фактор, я думаю, ты тоже его хорошо знаешь, то, что путешествие — это довольно затратная вещь. И содержать команду даже из 3 человек, все равно, это гостиница, это перелет, и, в общем, это накладно. На начальном этапе у меня не было денег, я себе, знаешь, заложил $10 000, которые я заработал на проекте, и я решил, что я готов их вложить обратно в путешествие, то есть посетить те страны, которые мне бы хотелось увидеть. То есть на Фареры и в Исландию ты ехал с бюджетом в $10 000? Ну да, но я рассчитывал на то, чтобы поехать. Конечно, это был гораздо меньше бюджета. Потом, когда мой смарт сломался, я его вытаскивал из Фарерских островов, потом еще ремонтировал, бюджет уже практически был съеден. Но зато контент получился отличный. Еще раз. Мне было прикольно пробовать делать все самому. Были всякие экономические факторы. Вот. А потом, когда я начал ездить, я понял, на самом деле, что в этом есть очень большой смысл, потому что путешествие в одиночку, именно путешествие, это совершенно другой пример. Не знаю, ты когда-нибудь ездил сам? Исключительно сам? Да, несколько раз. 1 раз чудовищно, 1 раз неплохо. Но все равно чего-то не хватало. Но, скорее всего, не хватало человека, с которым ты мог бы поделиться эмоциями, потому что обычно, когда ты находишься... Скорее знакомств. Знакомств, да. Это очень просто решается. На самом деле, когда ты один, ты, наоборот, супер открыт к новым знакомствам. Потому что у тебя нету пары, нету человека, который какой-то сохраненки рядом. И это очень прикольно, на самом деле. Но с точки зрения, когда ты делаешь программу, почему одному хорошо? Потому что ты максимально погружен в процесс. Ты постоянно рефлексируешь, ты постоянно наедине с собой, у тебя крутятся какие-то мысли. Я очень люблю ехать на машине и думать. Вот у меня всегда такие вещи рождаются, знаешь, ну, когда ты занимаешься какими-то совершенно банальными вещами. Рутинным трудом. Да. Например, крутишь баранку. Вот. И ты, соответственно, очень сильно рефлексируешь. Ну, а монтирую я... То есть логично, что... Просто я еще монтажом занимаюсь. То есть я делаю in-house production. Это очень важная составляющая. Смотри, я езжу на какие-то точки, и я снимаю там сам. Самая главная история путешествия — это эмоции. Путешествие — исключительно эмоциональная история. То есть ее невозможно объяснить какими-то объективными факторами. Это исключительно твой субъективный опыт переживаний и так далее. И я не даю на монтаж какому-то другому человеку, потому что человек, который не был там со мной, он не сможет восстановить те эмоции, которые я ощущал на той или иной локации. Понимаешь? Ну, примерно, да. Мне кажется, это можно решить, просто отсмотрев весь исходник и конкретные кусочки. Я не верю в эту историю. Ну, просто я не верю в эту историю. То есть моя задача, как я себе это рисую, моя задача — это... Я как камертон должен зарядить условно зрителя на те эмоции. То есть у меня очень субъективная вся эта штука, все мои выпуски исключительно субъективные. То есть если это журналистика, то это супер гонза журналистика. Ну, да. Вот. И моя задача транслировать те эмоции, которые я, как просто человек, который приехал в ту или иную страну, получил. И я не верю в то, что человек, который не был там со мной, может это сделать. Вот и все. Есть классный фильм «Рассказы». Там вот есть потрясающий персонаж Угольникова, который цитирует каких-то русских классиков, говорит, что момент наивысшего... Я недословно сейчас говорю. Момент наивысшего наслаждения — это момент прекращения страданий. То есть вот смысл похода, на самом деле, это как бы очень условно передает, потому что ты же на самом деле этот маршрут мог проехать на автомобиле, здесь есть дорога рядом. То есть не надо этих страданий. Зачем тебе этот 15-килограммовый рюкзак по жаре таскать за собой? Но это на самом деле то, как делаются вещи в жизни. Когда тебе что-то достается просто, ты никогда не ценишь этого. Я покупаю пластинки, винилы, знаешь, такие круглые штуки, которые олдскульные, которые в мир MP3 и там Google Play и всего остального, и Spotify вообще не нужны. Это бессмыслица абсолютно, потому что каждая пластинка стоит там 20-30 евро. И плюс к этому ты не можешь ее там запрограммировать, как тебе нужно встать, поставить пластинку, иглу положить. Но это вызывает невероятные эмоции, потому что это... Тактильность? Ну, как бы это фетиш определенный, но это кайфово. Это тот самый теплый ламповый звук, понимаешь? И это труд. То есть ты изначально вкладываешь что-то в частичку себя, понимаешь? Да? Тебе нужно сделать какое-то действие. Но суть этого нашего маршрута в том же, на самом деле. Мы вкладываем много сил и энергии для того, чтобы вот так вот вечером сесть на офигенном красивом споте, вот так вот просто посидеть, посмотреть на огонь в отличной компании. Потому что если бы мы это делали где-нибудь там внизу, это было бы не так прикольно. Мне так кажется. Твой кумир Кейси Нейстат
Но он не кумир, он просто человек, который повлиял на меня и на очень большое количество людей вообще во всем мире. Вообще на блогинг он повлиял очень непосредственным образом. Расскажи, кто это? Это, кстати, чувак, который очень подозрительно похож на тебя. В том смысле, что... Серьезно, вот я на протяжении этих дней, поближе познакомившись с тобой, понимаю, что вы с ним очень похожи. В том смысле, что у него есть два приоритета. Это семья и работа. Вот он очень... Прям он суперсемейный чувак, примерно такой же, как и ты, но при этом он очень технично подходит к работе. То есть это человек, который на протяжении 365 дней каждый день выпускал видеоблог. Ого. Каждый день. Без перерывов, без праздников, без 4 июля. Это был настоящий марафон. Причем это не блог с экшн-камерой, привет, касатики и все такое. Нет, это были осмысленные, крутейшие выпуки, которые ты сейчас можешь посмотреть сам. То есть это человек, который добился невероятных успехов за счет, ну, во-первых, нетривиального подхода вообще к контент-мейкингу. У него очень крутые режиссерские задатки, хотя, не знаю, по-моему, ничего не заканчивал. Но при этом это очень здравомыслящий и идейный чувак, который не просто что-то рассказывает, а дает людям, образовывает людей. Вот, и если сейчас посмотреть на вот блогинг, какой он есть в Ютубе, я уверен, что вот какие-то корни Кейси, они есть в очень многих людях. И он тоже все делает сам? Он тоже все делает сам, да. Делал, я не знаю, как сейчас он меньше занимается, но, насколько я понимаю, он начал потихонечку выгорать, потому что, как ты понимаешь, когда ты пилишь контент на протяжении нескольких лет, делаешь все это сам, плюс у тебя есть семья, у Кейси 2 детей и супруга. У меня есть большой плюс, у меня нет семьи, поэтому я могу еще несколько лет позаниматься вот такой вот штукой. Но в этом смысле Кейси, конечно, для меня просто икона. Это чувак, который вставал в 4:30 каждое утро. У него есть даже выпуск на этот счет. Ты встаешь во сколько? В 6:30. Ну, видишь, ты тоже близко. Потому что, и я, кстати, тоже перенял эту идеологию, потому что в период, например, с 5 до 10 утра ты максимально продуктивен. У меня, так как я занимаюсь всем сам, у меня очень большая проблема со временем. И мне нужно быть максимально продуктивным. Я заметил, что типа до 11, до 12 я могу отлично монтировать. Потом начинаются WhatsApp, телеграммы, какие-то notification и все остальное. Но вот в этот информационный вакуум с 5 до 8 утра, когда тебе никто не пишет, никто не звонит, нету никакой информационной подоплеки, ты просто сидишь и работаешь. И Кейси, у него даже есть выпуск про то, как он строит график своего дня. Это потрясающе интересно. То есть это машина, просто машина, которая уделяет всему время и успевает проводить время с семьей, успевает делать прекрасные вещи, заниматься спортом. Это человек, который бегает, не знаю, наверное, до сих пор бегает каждый день там, по 10 километров. Человек, который пробежал несколько айронменов, поднимался. Да, наверное, он кумир мой. Вот я сейчас так говорю. Но это человек, на которого хочется равняться. Ты понял, что это вообще? Это сублиматы. Я до вчерашнего дня, позавчерашнего, когда Сереги собирались, я не знал, что это такое. Это уменьшенная порция еды. Нет, это дегидрированная еда. То есть это еда, из которой достали всю воду. То есть она сухая просто. Ты ее разбавляешь водой горячей, и она становится нормальной. Ну смотри, вот у меня рис с лисичками. Да. С куриным филе и лисичками. То есть я правильно понимаю, что я это кину сейчас в воду, и это будет похоже на рис Ну, я с надеюсь, курицей? я надеюсь, Или да. это просто кашей такой? Не, будет вообще со это должно быть вкусом? вкусно, реально. Но в такой ситуации, когда мы прошли 13 13 километров, и Да. мы не ели вообще на протяжении всего дня, любая, в принципе, еда будет вкусной. Но это должна быть прям очень вкусной. Слушай, а пахнет как карбонара, правда? Да? Надо воду заливать в этот пакет. Воду в пакет? Конечно. Ты думал высыпать туда? Да. Нет. Ты должен заливать. Я тебе сейчас все покажу, не парься. Блин, Антох, у тебя интонация вот эта еще, как из Ютуба, понимаешь? Я тебе сейчас все покажу. И сразу Смотри, так просто спокойно, я объясню- хорошо я объясню- становится. Мне все, я не нервничаю. Я объясню просто. Я же такой же... Короче, я не умел ничего. Но 2 недели в Ютубе, парочка форумов, и ты реально знаешь практически все. Про походы. Про походы, да. Но ты репал перед Карпатами, да? Да, да, конечно. То есть я человек, который никогда этого не делал. Надо было как-то ликбез свой ликвидировать. И я залип на ютубчике, потому что на ютубчике есть все вообще Это возможные туториалы. Туториалы, да, Туториалы. и мануалы. У тебя кипит. Так, что делаю? Выкручивай. Резко, а? Кипит. Хорош. Да, там типа должно быть сколько? Одну порцию. Или еще? Ага, все хватит. И закрываешь просто вот так. И настаивается? Да, и ждешь. Слушай, хороший вопрос, очень своевременный, кстати. А у нас есть какие-то ништяки? Мы взяли какую-то там, что-то сладенькое под чаек?
Батончики. Есть батончики, да? Да. А, и мороженое. Есть Блин. сублимированное мороженое. И это реально на вкус как пломбир. Пацаны, можно тестить? Там у Сереги ручит желудок так уже, что просто, блин, сотрясается. Давай, тестить уже. Блин, ну жидко, не? Я не могу. Это уморительно. Это уморительно смешно слушать, как Сереги строят Юру. Это отдельное какое-то шоу. Это жизнь. Это жизнь. А ложка у тебя есть? Да. Какая? Такая. Специальная, да? Вилка-ложка, да. То есть есть, видишь, такие специальные длинные ложки, которыми именно удобно из этих пакетов доставать. Блин, ну я настолько еще пока прошаренный опытный путешественник. Так, пробую, пацаны. У меня курица с рисом и лисичками. Похоже, это больше на рисовую кашу. Вот, смотрите. Пахнет очень клево. Сейчас будем тестить. Рис с лисичками и вкусом курицы. Блин, прикольно. Скажи. Да, очень клево. Но, опять же, в походе, но вот так, у костра, любое блюдо прибавляет Абсолютно. 200% ко вкусу. Абсолютно, абсолютно. Самая противная дрянь, которую я ел в Орле и Решке, это моллюски. По-моему, где же мы их ели? В Чили. В общем, где-то в Латинской Америке, если не ошибаюсь. Это называется, по-моему, живой камень, живые камни. То есть это некий такой огромный моллюск. Я не буду там вдаваться в подробности, но вот это реально было похоже очень сильно на экскременты. И пахло это как экскременты, только которые поднялись со дна моря. Мне никогда вообще не было плохо, но после этого мне 30 минут как-то было не по себе. А самая такая стрёмная вещь, которую я ел живого осьминога. В Южной Корее есть... Это традиционное блюдо. Они есть маленьких живых осьминожков. Ну, как маленькие. Ну, то есть это такой осьминожек, который тебе выкладывают на тарелку. Самая большая проблема — это правильно его пережевать. Потому что если ты не до конца его пережевываешь... Он потом ползает внутри тебя. Нет, он присасывается к твоей гортани или трахее, и 5 или 6 человек в год от этого блюда умирают от асфиксии, они просто задыхаются. То есть главное его очень прям предметно сильно жевать. И это страшная вещь, потому что ты кладешь себе в рот существо, которое живое, которое хочет жить, и оно борется, соответственно, оно присасывается. Ну, короче, это реально стрёмно, очень неприятно. Но самое прикольное, что вся группа попробовала, то есть не только я, то есть человек 5 съели. Все такие сказали, ну да, неприятно, но... Сколько обычно ты дней проводишь в стране для большого выпуска? 7-10. Сколько потом у тебя уходит на монтаж? От 2 недель до месяца. Суммарно я делаю выпуск примерно 1,5 месяца, потому что кроме съемок, как ты знаешь, наверное, есть еще... Подготовка, ресерч. Ресерч, да, то есть это когда ты готовишься, когда ты ищешь какие-то вещи, когда ты бронируешь билеты, когда ты строишь маршрут, это все очень важно. Потом ты какое-то время проводишь на локации, и дальше происходит самый важный процесс. Это монтаж, потому что можно как угодно круто снять, но на монтаже все испоганить. И наоборот, если ты плохо снял, на монтаже можно... Очень много идей, на самом деле, рождаются именно на монтаже. Вот, и... Так как у меня, какое-то такое специфическое направление, как мне кажется, более эмоциональное направление в видосах, то я кучу времени трачу, например, на подбор музыки. То есть я могу там 3 дня залипать. Потому что музыка — это как бы самое эмоциональное из искусств. 3 дня потратить на поиск подложки? Да. В Японии, когда я делал выпуск из Японии, хочется, знаешь, не традиционную японскую музыку, которую ты представляешь, когда видишь самураев, а вот то, что там в Харадзюку творится, вот эти вот запитченные голоса, 140 BPM, ну, понимаешь, да, вот эти вот совершенно дурацкая, но супер японская музыка. Ее надо было где-то найти. И я реально сидел на SoundCloud, не знаю, очень-очень много времени для того, чтобы найти хотя бы какие-то вещи. Музыка — это самая важная составляющая. Это же из диджейской молодости, да? Да. Это на самом деле и радио очень сильно повлияло. Радио — это прям мега интересная штука, потому что есть такая вещь, как музыкальное программирование. Это когда ты представляешь себе примерно час, называется клок в радио, и ты разбиваешь всю свою музыкальную библиотеку на категории и делаешь так, чтобы, например, ты хочешь, чтобы там инструментальная музыка у тебя была 2 раза в часе, больше у тебя было, как в этом часе, например, каких-то там роковых композиций и так далее. То есть ты программируешь свою библиотеку, добавляя какие-то опции. В общем, это мега интересно, я прям залипал. И, по сути дела, я понял, что музыка — это как математика. То есть можно высекать огонь из души человеческой разными способами. Вот. И музыка — это прям мега важная вещь. Я ничего не путаю. Твои блоги теперь выходят и в телевизоре? Да. На 1+1?
На 2 телеканалах. На «Плюсах», на «Пятнице». И на белорусском канале в прошлый сезон выходил на Белмуз ТВ, по-моему. Ага. То есть 3 страны. Как так получилось? Да, мне позвонил, думаю, не секрет, можно сказать, мне позвонил Николай Борисович Картозия. Небезызвестный. Да просто кумир. Чего ж ты? Он гениальный чувак, на самом деле. Я думаю, он один из лучших медиа-менеджеров вообще, в принципе, в современности. Ну да, он реально гениальный. Вот. И мы долго с ним общались, как мы можем быть друг другу полезны, но на самом деле, так как я постоянно снимаю, то есть других вариантов, кроме как продажи прав, я ничего не могу сделать. То есть я просто, так как я снимаю видео постоянно, я могу только передать права. Вот. И мы договорились, что попробуем. Это было очень стрёмно, это был для меня вообще интересный кейс. Может ли человек, который, условно, снимает сам, выходить на телевидение, куда обычно снимают большие продакшены? То есть это была реально как история, ну давай попробуем. Ну потому что речь там о больших деньгах, понятно, не шла. То есть это были какие-то там, условно, небольшие деньги. И самый главный вопрос был, будет ли это вообще смотреться, потому что у этих выпусков уже были там, условно, ну, как несколько миллионов просмотров на Ютубе, и был большой вопрос, ведь там, аудитория Ютуба и телека может пересекаться. Да. Но оказалось, что в принципе все не так плохо, и все-таки, как я понимаю, телевизор смотрят немного другие люди. Ага. Потому что рейтинги были вполне ок. Ты говорил про выгорание, которое тоже к тебе подобралось, и пандемия в этом смысле была в помощь. Не произошла ли она из-за того, что ты один? Как ты думаешь, если бы у тебя были еще... Была команда? Даже небольшая. То выгорание тоже бы случилось? Нет, может быть, не так быстро, не так скоро. Просто YouTube — это очень высококонкурентная среда. Здесь все очень сильно зависит, во-первых, от периодичности выходов твоих роликов, а во-вторых, от просто постоянного роста. Потому что когда ты останавливаешься, как акула, да, ты начинаешь тонуть. В Ютубе тоже это очень сильно прослеживается. И у меня, когда сдаю выпуск, нажимаю этот вдохновенный момент, когда ты нажимаешь кнопочку «Опубликовать», ты смахиваешь пот со лба, понимаешь, что сегодняшний вечер ты проведешь с друзьями, скорее всего, в каком-то баре, но на следующее утро первая мысль, когда ты просыпаешься, думает: окей, что дальше? И ты начинаешь ресерчить следующую страну. И этот процесс, он не останавливается постоянно. И в какой-то момент я понял, что я очень сильно загнался, да. И я даже к психотерапевту пошел. Да, я понял, что мне нужна помощь. В смысле, что мне нужна помощь со стороны. Может быть, я заблуждаюсь, может быть, я не выгораю. И психотерапевт мне сказал, что да, чувак, с тобой все нормально, ты просто загоняешься. Да, но на самом-то деле я думаю, что это только наполовину правда. То есть я до конца еще не разобрался, но я понял, что нужно немножко сбавлять ритм и пытаться добавлять в свою жизнь еще... Людей. Да, и друзей, и все остальное. Потому что очень важная составляющая. Когда-то Лена Синельникова, это гейм-продюсер Решки, сказала, что... Короче, история в следующем. На Решке ты постоянно находишься вне дома. Да. И в какой-то момент, это, кстати, очень интересное наблюдение, для всех друзей или приятелей, которые на самом деле формируют очень большой твой круг общения, просто приятелей, не коренных друзей, а именно приятелей, ты в какой-то момент просто перестаешь существовать, потому что зачем тебе набирать, ты все равно где-то находишься за границей, где-то на выезде и так далее. Когда мы возвращались на 7-8 дней домой, то я сидел и пилил эти блоги с бэкстейджа с Решки. То есть я не присутствовал физически там где-то в Киеве, в своих любимых местах. То есть я на 1,5 года практически вывалился вообще из тусовки. После Решки началась моя сольная карьера. И это продолжается уже, по 3-4 года, наверное. Понимаешь, да? Вот. И Лена Синельникова мне сказала, что, чувак, забота о друзьях — это теперь твоя проблема. Ты должен сам их обратиться, ты не должен ждать звонков или чего-то. То есть ты понимаешь, что это важная составляющая, поверь мне, и ты должен сам их собирать. И мне кажется, что... Я опять же сейчас, может, скажу какую-то крамольную мысль, но на Решке люди... Они дружат друг с другом просто потому, что это люди, которые совершенно повернуты на работе и которые могут там фигарить по 15, по 16 часов в день просто находясь на работе. Поэтому они дружат друг с другом. Общество маньяков. Да, это маньячество. Это хорошо с точки зрения производственных мощностей, но это иногда может бить и по твоей личной жизни, безусловно. Но я думаю, что у меня как раз был такой второй вариант. У тебя есть друзья? Да, конечно. У тебя есть подруга? Нет. Давно? Давно что? Давно нет подруги. У меня была подруга на карантин. Я называл ее «карантинная Валентинка». Так. Это очень удобно. Как
как потребительский. Не, ну это шутка, на самом деле. Нет, не потребительский. Вот. Но нет, у меня нет подруги. А как ты думаешь, насколько тяжело будет искать спутницу? Вообще, насколько тяжело искать спутницу, когда ты уже звезда? Тяжело. Я думаю, тяжело. Ну смотри, это все зависит от человека, потому что я заморочен. У меня есть друг, Леша Дурнев. Это человек, который... Серега фанат. Да? Да, Серега фанат. Который, мне кажется, наоборот, вот мы дружим, и он, мне кажется, использует свою популярность вот как раз очень-очень правильно. То есть он пользуется достаточно большим спросом, можно так сказать? Популярностью. Популярностью лучше. В случае с Дурневым это спрос, скорее всего. Ну, понятно. Он Иван Усович украинского ютуба. Скорее всего, да. Вот. У меня другая... Просто как бы у меня другой темперамент совершенно, понимаешь? И я, наоборот, заморочен на тему того, что у меня есть какая-то определенная ответственность. Короче, да, наверное, у меня много в голове лишнего, но есть какие-то определенные предубеждения. Мне не просто с этим, серьезно. Леха, репортаж из... Как гимназия называется? Павловская? Кловский лицей. Кловский лицей. Самая мажорная школа Киева. Это было очень круто. Чем крут Картозия? Слушай, ну мне кажется, он визионер в какой-то степени. Он прям предугадывает, что... Не знаю, но знаешь, есть такие люди, у которых есть хватка, то, что называется. И он же говорит какие-то... Я читаю его статьи, знаешь, во-первых, человек, который... Он же на медне делал, то есть еще вот эта старая Парфеновская же школа называется? Абсолютно. Парфеновская школа с вот этим огромным там литературным бэкграундом. То есть люди, которые, мега интеллигентны, эрудированы. И я читаю его статьи. Это знаешь, он, может быть, ты читал, у него было крутейшее сравнение. Он объяснял, что такое пятница в телевизионном продукте. И что он сравнивал телевидение с супермаркетом, в котором есть разные отделы. Так. И вот он говорит, ты заходишь в этот супермаркет, и там первый отдел — это мясная лавка ужасов. Какие-то такие шоу, в которых трэш, саспенс. Кровь, говно и волосы. Из серии, да. Были какие-то у него там еще резиновые сопли. И вот он говорит, ты заходишь в отдел, который называется «Вкусы жизни». И вот это телеканал «Пятница». Но это прикольно, на самом деле. Как твоя жизнь изменилась финансово после того, как пришел YouTube успех? Ну, конечно, в лучшую сторону. Тебя цифры интересуют? Я спрошу по-другому. Ты живешь в съемной квартире или в... Да, я живу в съемной квартире. И мама живет в съемной квартире. Мама живет в Киеве сейчас? Да, я перевез ее. Я перевез... После войны? Да. После того, что произошло на Донбассе. Ты собираешься покупать свою? Или уже купил? Я вложился в строительство. То есть это называется инвестирование. Да. Я проинвестировал в квартиру и надеюсь, что через пару лет ее достроят. Мне вообще нормально жить в съемной квартире. Потому что я в этой квартире исключительно ночую, да, и там принимаю пищу по утрам. Но это какой-то гештальт человека, который уехал из родного города, живет в другом городе и не имеет там какого-то своего угла. Понимаешь? Для меня вообще чувство дома — это такая некая боль, это такая потерянная вещь, потому что с 2014 года я не был в Луганске. Вот. И не то, чтобы я туда часто ездил, хотя я туда часто ездил. Уехал ты оттуда в 2012 году? В 2012 году, да, я уехал. Но я думаю, ты поймешь, вот это ощущение, что где-то на планете Земля есть место, куда ты можешь в любой момент вернуться, это даже психологическое ощущение. И там тебя из серии ждут, любят, и там есть улицы, по которым ты ходил в школу, оно всегда очень греет. И когда у меня не стало этого места, мне как-то... то есть я, конечно, переборол это все в себе, безусловно. Вот. И Киев стал моим домом, и сейчас так и есть, но мне этого дома очень не хватало. Я думаю, что эта история с квартирой, она просто подсознательно мне была нужна. Я стал тратить на технику. Слушай, смотри, давай так, я живу в съемной квартире, езжу на тачке, которой 9 лет. Микроб. На микробе. И мне с этим очень окей. Я думаю, что в этом смысле мы с тобой похожи. Когда я смотрел Швецию, мне казалось, что лагом — это прям абсолютно про тебя. И про тебя тоже. В общем, нормально, что мы обмениваемся так. Но это какой-то европейский стайл, когда тебе не нужно делать шоу-офф, когда тебе нужно показушничать, потому что сила на самом деле в другом совершенно. И чем человек скромнее, тем счастливее. Вот, не знаю, для меня это
Может быть, я через 2 года поменяю свою точку зрения, но сейчас мне совершенно комфортно в такой ипостаси. Хотя, на самом деле, я зарабатываю, ну, я хорошо зарабатываю. Я не могу как-то жаловаться на этот счет. Деньги же не приносят счастья. Я вообще в начале своей творческой карьеры я вообще как бы писал себе постоянно установку, что бедные и голодные побеждают богатых и сытых. То есть ты должен быть постоянно, ты должен не дозарабатывать, не должен много зарабатывать, потому что это стимул. Когда, ты знаешь, что когда появляются деньги, появляется жирок и так далее. Я очень боюсь в это заиграться. Но в том смысле, что я делаю все сам, и я не могу сказать, ну, все, сейчас, короче, тут можно поехать в Хилтон и так далее. То есть нет, это не про меня. И это история про то, что постоянно оставаться голодным в какой-то степени. Понимаешь? Ты что-то делаешь для этого намеренно? Ну вот, например, у тебя микроб, которому 11 лет, ты его не меняешь, потому что верен, 9. потому что достаточно? Потому что это бро, как бы я поменяю его рано или поздно, безусловно. Это бро просто, который со мной проехал там 15 стран, и который я вот этими руками толкал в датском порту полкилометра, понимаешь? Это машина, которая прошла со мной очень много. И это просто типа нормальная машина. Зачем ее менять? Хотя есть за что, на самом деле, но тем не менее. То есть она ездит и ездит. Мне очень нравится этот утилитарный подход. Это как основатель Икеи Ингвар Кампрад, знаешь, это чувак, который был мультимиллиардером, но который носил из серии рубашку, и меня спрашивали, не знаю, это байка, наверное, какая-то. И мы спрашивали, а собираетесь ли вы, может, купить другую рубашку? Он говорит, зачем? Так у меня есть рубашка, она вот нормальная, зачем мне нужна вторая? Это чувак с огромным состоянием. Ну, мне окей с таким подходом. Рима нашла нас, когда мы разбили здесь огонь, и, разумеется, мы не только погреем у костра, но и пустим в одноместную палатку Антохи. Ну, короче, Рима просто не взяла с собой ничего. То есть это было реально программа «Сдохни или умри». Это программа «Сдохни или умри». Потому что человек, который пошел в поход практически зимой в Турции без палатки и без каремата, ну, это прям, ну, это гарантированные какие-нибудь циститы там или что-то, не дай бог, еще хуже. Рима, как так вышло? Скажи, пожалуйста. Изначально я планировала быть в Стамбуле, но я прогулялась по Стамбулу и поняла то, что хочется каких-то приключений. Посмотрела, какие билеты вообще есть по Турции. Просто слышала про Ликийскую тропу, но слышала про другую ее часть. Анталия, которая. Да. Но решила, смотрю, Доломан, звучит круто. Взяла оттуда билеты и посмотрела то, что можно добраться до Фетхи, вот, и пешком сюда дошла. Просто у меня был с собой спальник. Ты из Фетхи стартовала? Да, пешком. Ну, то есть у меня почти 40 километров сегодня. Ты 4 часа шла к тому моменту, как мы тебя встретили? Ну, я уже достаточно долго шла, может быть, даже больше. Я сейчас задам вопрос, который крутится в голове очень многих. А тебе не страшно? Ты вот пошла в ночь. У меня есть очень классная история про доверие к миру. Мы как-то были с девочкой вдвоем, но выпили много вина, шли в неизвестном направлении, это был Фиолент, мы никогда там не были, но знали, что куда-то вот в ту сторону. В общем, шли, и тут встречается нам 5 мужиков. Ночь, прям лютая ночь, и 5 мужиков. Я так выдыхаю, думаю, ну, была, не была. И интересно то, что вот этот момент я прям выдохнула, успокоилась, думаю, ну, как бы все-таки вселенная, я думаю, что обо мне заботится. И в этот момент подходит такой парень, говорит, девчонки, вы что, одни вообще, все нормально, вы не переживаете, ну, типа, вас может проводить куда-нибудь, что-нибудь, мало ли что может случиться. Я говорю, слушай, после этого я прям спокойно, все. Не лишняя ли это самоуспокоенность? Извините, что я сейчас ворчу, как бабу, как дедушка. Ну, в общем, они ушли, мы дошли, и у нас было, ну, там какое-то невероятное место, невероятное звездное небо. Мы заснули как раз-таки в спальниках на камнях. На самом деле, когда я ехала, у меня вот все страхи, какие только могут быть. Там, не знаю, убьют и изнасилуют, там, не знаю, украдут, там, не знаю, все, я там где-нибудь споткнусь, умру, засохну, там, не знаю. Вот. А потом, когда приехала в Стамбул, и очень долго не могла найти гостиницу, и уже была ночь, и просто
какие-то турки мне помогали, как бы все настолько были дружелюбные, и кое-как, но я в конечном итоге нашла эту гостиницу, и как-то, ну, в общем, спокойствие какое-то, что ли. Ты же из Сибири, да? Да. Это многое объясняет. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты сам начал тему про потерянный Я дом. знаю, да. Я знал, что ты спросишь. Ну, как это не спросить? Ты родился в Луганске. Как ты воспринял все, что произошло там? Болезнь, ну как я мог воспринять? Послушай, самая главная вещь, это то, что я находился в Киеве в тот момент, а мои мама и дедушка, он в тот момент был жив, он умер вот год назад, вот, они находились в Луганске. И это пережили, на самом деле, очень многие семьи. Это просто моя история. На самом деле, таких историй там тысячи. И я, находясь в Киеве, ничем не мог им помочь. Когда уже были обстрелы, когда ложились мины там рядом с домом. То есть все это было на самом-то деле. И когда ты звонишь маме и слышишь, как она плачет трубку, как ей страшно, и ты ничем не можешь ей помочь, кроме фразы «давайте уезжать», и что мы в итоге и сделали. Ну, это было, конечно, это был очень нервный период, про который мне не очень хочется вспоминать. Но они выехали в итоге оттуда. Это, кстати, тоже такая парадоксальная вещь, потому что в какой-то момент единственным способом выехать из города был поезд. То есть все блокпосты, они были практически... Ну, то есть нельзя было прорваться, но вот поезд ходил. Даже несмотря на то, что в городе шел вооруженный конфликт. Вот. И да, они выехали поездом, и я точно помню момент, когда я встретил маму и дедушку, не видел их несколько месяцев, встретил их на вокзале в Киеве, и я увидел, как люди вообще могут постареть на несколько лет за несколько месяцев. И когда просто падала ложка со стола, то есть мама вздрагивала. Но это был посттравматический шок. Конечно, я их там на несколько недель заселил в пансионат, где они могли просто чуть-чуть отдохнуть. И вообще это счастье, что на тот момент я уже как-то встал на ноги, и у меня были финансы для того, чтобы снять им квартиру. И это уникальный случай, потому что огромное количество моих друзей и знакомых спали, жили в 10-м двухкомнатной квартире, просто потому что куча людей выехала с маленькими спортивными сумочками из серии на неделю и больше не вернулись. И таких историй тысячи. Возвращаться в Луганск они не хотели после того, как вот горячая стадия войны там закончилась. Смотри, эта история, ты понимаешь, что людям, пожилым людям, скажем, людям там, старшего возраста, для них термин «дом» — это вообще какая-то святыня. Да. И дом — это там, где вот та квартира, которую ты сам обставлял, ковры и все остальное. Поэтому, безусловно, есть такая история. И однозначно она подсознательно есть. Но я в Киеве, и теперь я ответственен за маму, и, конечно, она должна быть рядом со мной. Это очевидно. А чтобы они жили там, ты не хотел бы? При текущей власти? Нет, конечно. Это правда, что тебе нельзя говорить про политику по контрактам с рекламодателями и каналами? По контракту с каналом, да, и с рекламодателями, но это еще очень сильно как-то резонирует с моим ощущением. Я просто не хочу говорить про политику. Тогда вопрос про политику другой. Ты заслуженный журналист Украины. И это было сделано указом Владимира Зеленского. А как ты отреагировал, когда это случилось? Просто выглядит очень забавно. Максимально свой в доску Птушкин и заслуженный журналист Украины. Слушай, я был на съемках, и мне директор скидывает этот скриншот, и я офигел, если честно. Ну, то есть я максимально офигел. Это, ну, как бы для меня это какой-то такой оксиморон. Это как бы, ну, где журналистика и где заслуженный журналист. То есть для меня это... Ну, это журналистика, это люди, которые занимаются там, 10, 20, 30 лет, всю жизнь занимаются, вот они заслуживают этого звания. Но я просто чувак с камерой. Ну, то есть у меня ощущение, что я вообще и близко не заслуживаю этой награды, но мне мега приятно, потому что, насколько я знаю, это Минкульт. Это касатики в Минкульте, которые, наверное, смотрят и решили меня так зареспектовать. И им огромное спасибо, мне безумно приятно. Но у меня просто ощущение, что я не совсем заслужил эту награду. Дали мне и Диме Комарову, это «Мир наизнанку» проект. Твой коллега, но из телека они. Да, но он из телека. Но я, кстати, свою награду не забрал. Вот. Принципиально? Нет, просто я как-то не успеваю, в общем. Я знаю, Дима, он был на награждении, я не забрал ее даже. Но есть инсайдерская информация, что кроме прибавки к пенсии, есть маза получить бесплатный проезд в метрошечке. Так что, возможно,
возможно, это очень удобно. это может быть действительно очень удобно. Доброе утро. Доброе утро. Как спалось? Слушай, спалось хорошо, засыпалось паршивенько. То жарко, то холодно. То я, в общем, разостегивался, расстегивался. Надеюсь, я тебе не сильно мешал. Нет. Мы переночевали с Антоном, так случилось, спустя день знакомства. Говори красивее, мы провели прекрасную ночь вместе. Прекрасную ночь вместе, но я на утро рассказал, что, все здорово, но я боялся перевернуться, чтобы не будить Антоха. А там я что-то плохо устроился, на самом деле просто не разделся до труселей, а именно так надо делать, когда спишь в спальнике. И выяснилось, что я не крутился по той же самой причине, потому что я боялся, что я помешаю тебе, разбужу тебя и так далее. Потому что ты лежал просто как тихонечко, и думаю, ну все, вырубился чувак. Так, а что не так? Есть гостиница типа 5 звезд, 4 звезды, а у нас сегодня был отель 1000 звезд. Потому что небо все было прям вообще. Минуту назад было действительно искреннее удивление. Я был уверен, что это брелок. Вот, это брелок, но туристический. А это, друзья, полотенце. Не, просто долго все эти сборы, потягушечки, понял? Ну да. Вот эта история, подождать того, подождать другого. А был хоть какой-то момент, когда вот ты прям понимал, тоска? Вот так бы сейчас компашку хотелось. Вот этот момент где-нибудь. Знаешь, какой момент? Момент, когда ты видишь какую-то невероятную красоту, и нужен кто-то рядом, чтобы можно было с ней поделиться. Но, пошерить, да? Но, очень важно, так как у меня есть камера, я четко понимаю, что я делюсь потом. И вот эта вот история, она меня, наоборот, заряжает. То есть это как бы все про то, чтобы потом это снять и показать людям. Hello. Hello, how are you today? We are good and you? Hi. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Hi. Actually, where are you from? Фетия. Фетия. Locals. Блин, какие жизнерадостные, а? Мерхаба, мерхаба. А может кофеечку здесь? Давайте вперед в полспорте, ребят. На полтора часа до Butterfly Valley. Да. Поэтому нажать пока есть сила. Сейчас сброты шатания. Я уже реально как вожатый, знаешь. Да, так и есть. Не знаю, кошерное это или нет. Не, вот там как по лестнице. Не очень хороший. Да вот, смотри. Очень красиво, наверное. А вот сейчас Серег что сделает. Давай, скажу. Давай. Хорош. Юрец. Че? Да, я не хочу. Да он упал, Юрец. Ну дай нам Все, попробовать. хамон, молодежь. Слушай, а ты в деревне в детстве... Блин, я в гостях. Пацаны, у меня большой заморочек на этот счет. Ну, он не знаю, он спелый? Да, нормально. Да? Посмотри. Обалдеть. Ну, офигеть. Сочный фрукт. Ну, перестань. Антох. Не то, чтобы я хотел, чтобы ты стал соучастником всего этого дела. Не, Антох, это важно. Извини, у меня есть тараканы в башке. Блин. Нет, ты серьезно? Да. Я понял, считаю, мне очень скучно, но это важно. Давай 20 лир оставим просто людям и все. Это же будет справедливо. Нет, 20 лир это вариант, да. Я все равно не буду соучастником, но тогда у меня прям обнулится вся история. Да, конечно. Хорошо. Да, если можешь брать, если нет, давай мне просто. Не знаю, поймут они это или не поймут этот жест, но это как бы мы делаем, по сути дела, для очищения совести. Слушай, на самом деле это крутой жест, и я хочу тебе сказать, что вот отчасти потому, что люди приходят и чувствуют себя как дома, хотя они в гостях, из-за этого в некоторых районах и регионах не любят туристов. То есть прям потому, что нету какой-то этики. Если бы все были такими, я даже не знаю, что было бы на самом деле. Ну, во-первых, здесь больше бы 20-ок висело, а во-вторых, ну да, уважение к туристам было бы больше. Не, круто, молодец. Привет. Ого, как он сюда заезжает. Опа!
кращий вид. Я можу вам показати там вид, який там. І там реально набагато краще. А ти був там, да? Так, звичайно, я тільки звідти прийшов. Я вчора там так завис. Я мав піти до Батерфляя, там є дуже офігенна точка з кокаречем. От, і я там як залип, я побачив цей живописний світогляд. А звідки ти? Я із Запоріжжя, із України. Запоріжжя? Так. Вау. Слушай, ты из Восточной Украины говоришь по-украински. Там це моя давня мрія. А, класс. Как тебя зовут? Мене звуть Іван. І почав я розмовляти. Я декілька разів намагався почати українською розмовляти, але остання спроба це саме тут, в Турції. Да ладно? Так. А чому в Турції? І скільки тобі років? Мені 29 років. Я просто, у мене такий період життя. Захистив дисертацію, і у мене зараз така творча відпустка. Я взяв для себе, щоб не було синдрому бернаут, вигорання. Вигорання є таке синдром. Щось хтось слухав про цей синдром, да? Щось казав нам вчора. Да. Хто то був? Так. А? Так. Пан Тушкін? Та є один, Є один? хлопчина. Є? Я завтра фінішую, моя 30-та доба тут. Я фінішую Лікійську стежку. То есть ты человек, который прошел полностью Ликийскую тропу? Так. Красавчик. З начала до кінця. З Анталії і до Оліди. Сьогодні я буду ночувати біля Бабадаху. Це вершина є близько 2000 метрів. Хочу там зустріти захід сонця, а завтра світанок сонця. І закінчити в Олюдонісі. А ты в соло идешь? Спочатку нас було близько 30 людей, потім... Ну, дошли не всі, да? Потім я їх з'їв. Ну, голод, вона така штука, бо був один момент, це Paradise Beach, якщо ви будете проходити, офігенне місце, там просто майже дикий пляж, майже нікого немає, дуже круто. Але там немає води. І я не дійшов до Парадайзу, зупинився на дикому пляжі. І все, що в мене було на наступні 15 годин для вживання рідини, це маленький шматочок яблука та 20 мл води. Я вперше в житті відчув, як це прокидатися і неможливість заснути від жаги. А почему-то у меня ноги подрагивают, а у тебя нет. Я їх вже просто не відчуваю. Ким ти працюєш? Лікар. Лікар? І лікар. Невропатолог. А почему у тебя бернаут начался? Ні, не почався. Що би не почався? То есть це профілактика бернаута? Да. Товариш, він дуже гарний лікар, він психіатр, він зараз працює в Швейцарії, і він мені теж влітку казав, що чувак, бернаут, це тут, у нас в Україні, там в країнах СНГ це не дуже серйозно розглядається, а в Європі, в Штатах, ти що, бернаут, це дуже важливо, тому треба відпочивати, обов'язково треба відпочивати. І отак я вирішив, захистив дисертацію, пройшов певний етап, треба оновитися і знову працювати. Ты говоришь на украинском? Говорю, конечно. Почему я не говорил с ним по-украински? Да, кстати. Я хотел про другое спросить, но... Нет, я был уверен, что тебе это интересно. Ну, просто потому что я говорю по-русски, я точно знаю, что он ответит, что он поймет меня. То есть я не хочу кичиться тем, что я знаю украинский. И в этом смысле история, почему у меня русскоязычный блог, это просто история, потому что я знаю русский язык. Но если бы я знал, например, испанский, на котором говорит не 250 миллионов человек, как на русском, а там типа 1,5 миллиарда примерно, или больше миллиарда, то, скорее всего, мой блог был бы на испанском. Понимаешь, да? Ну, то есть ты бы бил просто в большее количество людей? Не, ну это как история про то, что, конечно, ты же хочешь охватить большее количество людей. Есть же такая задача. Ну, не задача, а было бы прикольно, наверное, покрывать большее количество людей. В этом смысле я просто говорю на том языке, я делаю видео на том языке, который понимают просто много людей. Вот и все. Ты запускал английский канал. Ты хочешь спросить, почему он... Удалось или нет? Нет. Там есть видос, который больше 100 тысяч просмотров. Это Дубай, кажется. И куча комментариев. Антон, чей это голос? Да, это очень Нет смешно. твоей души. Да. Фишка в том, что я в какой-то момент на своем англоязычном канале, а вернее на этом легком факапе, понял, почему вообще все так. Почему, например, и почему Решка, например, с моей точки зрения, сейчас, опять же, буду говорить крамольную мысль, делает какие-то вещи, с моей точки зрения, не совсем правильно. И вот как я себе это объяснил, почему мой англоязычный канал не взлетел. Просто потому, что иностранцам не нужны эти видео, где им рассказывают все о стране и так далее. Они могут туда спокойно сами поехать.
им нужны скорее более прикладные видосы, какую гостиницу найти, какие-то советы, лайфхаки. А люди из бывших советских стран, они 99, может быть, 98% из них, как бы это сейчас очень страшно не звучало, но они, скорее всего, никогда в жизни не поедут в ту страну, о которой я делаю выпуск. И для них важнее та самая эмоциональная составляющая. Им важно побывать хотя бы эфемерно, хотя бы виртуально там, со мной, с каким-то другим человеком. И поэтому я понял, что, например, Решка очень много уделяет внимание, например, какие-то там титровкам, сколько стоит проезд, сколько стоит там то, понял, какие-то прикладные такие Думаешь, вещи. лишнее? Мне кажется, что это, там, я говорю, ну, это не лишнее, но большинству людей это просто не нужно. Это интересно как с точки зрения сравнения, наверное, но как прикладная история, мне кажется, это не совсем работает. Вот, поэтому я, опять же, это все очень органично получилось, но я как бы делаю ставку на какую-то эмоциональную составляющую, чтобы человек, не будучи там, он попробовал прожить это путешествие именно на эмоциональном уровне, понимаешь? Китайский канал. Ты тоже запускал? Да, мы запустили сейчас китайский канал. Это все просто... Ну, не в Ютубе, где-то в другом месте. Это пробы, это как бы пуканье в муку, на самом деле, но история про то, что нужно попробовать... Смотри, у travel-контента, как мне кажется, у него есть один очень большой плюс и преимущество перед, например, контентом, который делаешь ты. Универсализация. Больше срок годности. Потому что личности могут быть актуальными, а потом точно так же уходить в небытие. Но Дания или Швейцария, скорее всего, в следующие пару сотен лет существовать будут. Да, актуальность информации тоже, на самом деле, снижается. Особенно, например, если мы имеем дело с Дубаем, который, ну, выпуск, который у меня был 2 года назад, он уже не актуален вообще. То есть там настроили уже много всего, там много изменилось. Но в целом это просто информация, которая имеет большой запас и срок годности. И так как я в нее вкладываю очень много времени, как мне кажется, как мне кажется, 1,5 месяца делать один выпуск — это достаточно долго, то хотелось бы как-то ее дальше, не знаю, распространять, дистрибутировать. Это уже мыслю как заправский бизнесмен, но на самом деле я вообще не шарю в этом, честно. Я, вообще не занимаюсь бизнесом, и как бы это просто как идея была, да, было бы логично, если у тебя есть эти выпуски, они там кому-то нравятся, то можно попробовать на других площадках. Вот с английским каналом это не взошло. Сейчас мы пробуем с Китаем, да, у них же нет Ютуба, у них есть какие-то альтернативные площадки, это одна из 7 площадок. Но, честно говоря, тоже все не очень сладко, как-то шатко-валко идет. На канале там 25 тысяч подписчиков, может быть. А реально на китайский язык это переводит и читает человек по-китайски? Это полностью дублированные выпуски. Это максимально ржачно. Это вот если бы Дудя перевести на китайский язык, это тоже было бы очень смешно. Да, это дубляж, обязательно субтитры, потому что китайцы любят, когда эти иероглифы появляются большие. Но, в общем, да, там есть пару выпусков, которые собрали уже там больше 100 тысяч просмотров, и это типа успех. Но пока я не понимаю. Ну, просто мы делаем это, потому что почему бы и не попробовать. Юрий будет дуть будет Юрий. Про «Орел и решка». У меня не очень много вопросов по ней, поскольку мы не по этому поводу собрались. Но все равно, возвращаясь назад, ты же удивлен, что тебя выбрали ведущим? Максимально. Ты же максимально нетипичный чувак вообще, для этого. Вообще. Я не знаю почему. А знаешь, почему так произошло? Потому что я пошел на кастинг и сказал: ребята, давайте вы меня не будете снимать, я сам себя сниму. Привет, меня зовут Антон Птушкин, мне 32 года, и я видеоблогер. Прости господи. То есть я бы в любом случае не прошел, потому что я абсолютно не талантлив в плане импровизации. Ты Ивлеева можешь, знаешь, типа встать и там отщебучить какие-то словечки свои, приветики, пистолетики, все такое, или там Бедняков. А я, как говорил Жванецкий, я не могу так сразу, мне нужно посидеть за письменным столом, знаешь. То есть я тот человек, который обдумывает, и как бы я больше, наверное, в себе. Но из-за того, что я, как мне кажется, я сделал видос, а я там как-то умел, наверное, делать эти видео, я сделал обзор про Троещину, такой, условно, еще и отсылки к Хованскому там были, к Шаверма-патрулю, да. ветеранам Ютуба. Спасибо большое, да, Хованскому. И, конечно же, Троещина тоже не исключение. Здесь есть самая известная точка шаурмы. На Форсквере здесь 9 баллов. В общем, я сделал этот видос, и меня взяли только исключительно потому, что, наверное, там была подложка, там был какой-то музыка, то есть был какой-то нарратив, что-то, какие-то другие непонятные слова. И да, но это было супер неожиданно. Я помню, что 24-25 декабря, я в тот момент уже не работал на радио, бенчил корпоративы, я что-то вел или играл, я не помню уже. И я помню, мне звонит Мус, это продюсер Решкин в тот момент. Он мне звонит и говорит: Антон, у меня для тебя хорошие новости, тебя приняли в проект.
через там типа 2 недели вылет. И я такой, первые 5 секунд у меня внутреннее ликование. Да есть же, есть! И я кладу трубку, проходит там 3 минуты, я просто офигеваю от уровня ответственности. Я понимаю, что я абсолютно не готов, что я не умею хорошо, красиво говорить, что у меня вообще большие проблемы с дикцией, и что мне нужно за 2 недели как-то все это дело порешать. И на самом деле прошло 4 года, ничего не изменилось, как ты видишь. Я до сих пор не очень хорошо говорю, у меня есть куча, на самом деле, косяков, но я стараюсь эти косяки как-то перевести. Нет, просто типа, не заходить на территорию, на которой я не очень хорош. В этом смысле это сегодня скорее такое, это подстава, потому что, то есть я зашел на территорию, в которой я, откровенно говоря, плох. И вообще меня приводит в шок мысль того, что я снимаюсь в выпуске, который не я монтирую. То есть это значит, что я не увижу финальный результат до момента публикации. И я не уверен, что вообще его посмотрю, потому что я буду переживать. Нет, ну я посмотрю, наверное, этот выпуск. Но в итоге, понял, да, есть большие проблемы, да. Чувак, как ты строил радиостанцию, если ты не делегируешь ответственность? Есть люди, которым удобнее работать самому. Но как ты тогда строил маленькое, я делал медиа? Я делал все сам. Ну вот как-то, я не знаю, почему так. Ну вот, знаешь, как говорят, типа, хочешь сделать хорошо, сделай все сам. Есть люди, которые умеют делегировать полномочия. Вот. И это как раз вот Леха Дурнев, вот он такой. А я, к сожалению или к счастью, вот мне проще сделать самостоятельно. Это как бы это мой плюс и мой самый главный порок и бич. Это то, что, наверное, нужно будет в какой-то момент поменять. Хотя мне кажется, что идеология «все сам», она работает на очень многих людях. Вот, не знаю. Когда ты приходил, ты понимал, что тебя берут вторым номером под Настю? Я вообще не знал, кто такая Ивлеева. То есть мы познакомились, в курилке за час до записи первой... Шри-Ланка. Да, это была Шри-Ланка. Мы познакомились... Да, это была курилка, реально. Мы потом выезжали просто на запись стартовой. То есть мне говорили, будет какая-то блогер Настя Ивлеева. Такой, ну окей, я же не в теме блогеры, ну и что? Блогеров развелось. И я увидел девчонку, ну просто обычную девчонку. То есть не было любовь с первого взгляда, у меня появились сердечки в глазах, и я вот это вот все, Настя, привет. И все. И у нас сначала мы как бы не особо на самом деле контачили, просто когда люди проходят много всякого дерьма, всяких трудностей. Не, ну шучу, на самом деле. Было очень много веселых вещей, но просто, знаешь, когда ты переживаешь много трудностей, проходишь через них, ты очень сильно сплочаешься с человеком. И поэтому Ивлеева в этом смысле, конечно, мой бро. Ну, как и вот ребята, которые стоят за камерой, мы тоже много всего прошли, и мы теперь все бро. Это, видишь, важная составляющая, потому что ты вначале не вводил ребят не в кадр, но как бы никто не знал, кто твои операторы. А сейчас это абсолютно полноценные участники в Дудя. И людям очень интересно, как они выглядят. Всем мега интересно. И проект от этого только улучшился, потому что добавились новые персонажи. Вот у меня таких персонажей, к сожалению, нет в плане людей, но зато у меня есть там микроб, там дроном я даю название, понимаешь? И это все как-то... Кожедуб. Это выдающийся летчик, да? Да, у меня еще до этого был дрон Гастелло, который, ну, как и подобает Гастелло, он пару раз того. Почему ты ушел? Есть ролик о том, как ты уходишь, но что-то мне подсказывает, что ты не все там говоришь. Да, не все, но я не могу сказать больше, чем я сказал. Во-первых, это детская площадка с самым невероятным видом, наверное, из всех, которые бывают. А во-вторых, видимо, это ворота, да, футбольные. Мячик только может ускакать. Работа в «Орле и Решке» делает так, что у тебя кайф снижается от перемещений, от нового и всего остального? Конечно. Конечно. Я, кстати, думаю, что мы прям сильно загнались на «Орле и Решке». Я не знаю, как люди там, как Регина, 3 года ездила. Потому что у тебя каскад впечатлений такой, вот просто представь. Обычный день из жизни ведущего ОИР. В 11 утра я первый раз в жизни прыгаю с парашютом, а 3 часами позже, в 2 часа дня, я первый раз в жизни вижу Большой каньон. Ох. И причем Большой каньон был по эмоциям для меня лично сильнее. То есть это прям, это потеряшки, это невероятно круто. Ты просто стоишь и не веришь своим глазам, ты вообще не понимаешь. Ты думаешь, что это какой-то TFT-дисплей перед тобой поставили, потому что невозможно вообще поверить, что эта штука существует в реале.
И такое каждый день. И потом тебе говорят, там, а ты помнишь, там вот город мы были там 3 дня, или там, гостиница мы были 3 дня назад, такой, какая гостиница? То есть, когда так много впечатлений, они, конечно, замыливаются. Поэтому, если ты знаешь, очень прикольно тратить, например, на город не больше там 3 дней. Потому что первые дни, они самые острые на ощущения. Ты как бы всегда, знаешь, у тебя острый глаз, ты заточен, ты замечаешь какие-то детали. А потом все рутина. это, да. Мы прилетели в Перу, всей командой Решки, вот, и что-то ждали какого-то рейса, и решили поиграть в города. Но решили, это важный момент, то, что мы решили усложнить в стиле Решки. Значит, что мы играем только, можно называть только те города, в которых ты был. Это очень прикольная заруба. Но тоже последняя буква, это правило. Правила такие же, плюс только правило, что ты должен быть в этом городе. Прикольно, потому что люди ездили, ну, это забавно было. И в какой-то момент на букву «Л» начинается тупняк. То есть 5 минут никто не может вспомнить букву «Л», ну, город на букву «Л». И мы сидим, тупим. И потом кто-то один, по-моему, это был оператор Тёма Терещенко, говорит: чуваки, а ничего, что мы в Лиме? И все такие: точно, мы же в Лиме, это же пересадка, мы в Лиме, вау, камон. То есть настолько стирается, да, ощущение? Да, слишком много. И я думаю, что я, конечно, переездил, знаешь, в этом смысле, то есть немножко замылилась голова. Такси только так можно. Да. Зато на улицу смотри, что за окном. Едем на Что, наша короткая дорога в дюнах сейчас начинается, да? Погнали! Последнюю батарею. 9% осталось, но spectacular. Просто вот с этой точки песок, горы, море. Все сложилось. А давайте я покажу, что у меня получилось. Давай. Юр, где палатка? Вот она. Надеюсь, она была закрыта. А ты колышки не вставил, да? Вставил, они вылетели. Ветер поднялся, парни. Ну, да. Именно поэтому 2 палатки стоят, а твоя улетела. Я вставил колышки. Искусство забивать именно в палаточном деле, это прям архиважно. Короче, мою палатку чуть не унесло. Если помните, у Дудя был выпуск «Антоха из Магадана». Исходя из этого названия, вот это название этого выпуска нужно сделать «Юрец из Москвы». Потому что Юрец — это человек, который больше всего реакции на самом деле делает, который реагирует на каждую вещь. Короче, человек, который первый раз в жизни в походе и по-настоящему что? Так в этом же задумка была. Я хотел, чтобы ты дал что-то новое. Чтобы ты просветил, погрузил в свой мир. И ты как человек, который разбивает палатку в Карпатах, на берегу океана, во льдах Фарерских островов. Кто, как не ты, должен был этому научить. Поэтому, Антох, спасибо. Ну вот это место, кстати, ну так вот, если не говорить, что это Турция, то в принципе можно найти какие-нибудь виды и сказать, что это, ну, типа Намибия, да, или что-то, то есть дюны, море, ну горы, да, немножко выдают. Ну то есть, согласись, что это не
привычная тебе Турция. И таких мест здесь очень много. Все равно у страны есть клише. У каждой страны так или иначе есть клише. Но страна обычно это больше, чем клише. Понимаешь? И самый кайф копаться в том, что за пределы стереотипов. Да, открывать, исследовать. Это самое прикольное. А давай я на фотик сниму еще, как Сереги снимает, чтобы люди понимали. Я вообще как котик. Да. Против солнца, ну, что поделать. Знает. Че, я тоже могу учиться. Эта поездка, это скорее для тебя это может быть знакомство с природой Турции, с путешествиями, а для меня это такое знакомство с Юрием Дудем, потому что на самом деле люди, и с командой, безусловно, чудесной, потому что люди в таких пешеходных трипах, они открываются с другой стороны. Ты понимаешь, о чем я, да? То есть все равно вы проживаете какие-то вещи, какие-то сложности, а это же самая лучшая история про то, что вы видите, какой на самом деле человек настоящий. Это, кстати, решка в этом смысле очень прямо как лакмус, потому что ты видишь человека в экстремальных ситуациях, и ты видишь, из какого он теста сделан. Так вот, Ивлеева, она крепкая очень. Что бы там кто ни говорил, но на самом деле то, что... А что-то говорят разве? Я не знаю, может быть, разные могут быть какие-то... Типа лакшери и все остальное. Да. Возможно, знаешь, какой-то образ жизни, там, Ламборгини, все остальное повлиял. Но на самом деле, когда мы начинали это, я не знаю, как сейчас, она впахивала... Стальная леди. Как Папа Карло, да, на самом-то деле. В некоторых моментах более стальная, чем я, это точно. Да, а есть пример? Банджи-джампинг. Так, она прыгала... Она прыгала дважды. Ты? Я ни разу не прыгал. Были ли у тебя выпуски, в финансировании которых участвовали города или страны? Не, никогда. Почему выпуск про Саудовскую Аравию похож на чуточку рекламный? Да, все мои выпуски похожи на чуточку рекламные. Смотри, Саудовская Аравия, я рассказал об этом, они действительно позволили мне там снимать. Самое главное, что они мне дали, это разрешение, которое я тыкал полицейским в их прекрасные физиономии, потому что они доставали на каждом шагу. Вот, они позволили мне снимать действительно, но это был никакой не рекламный выпуск. В том смысле, что мне никто никогда не платил деньги, я не получал никаких финансовых траншей, и в этом тогда нет никакого смысла. Но тогда ты превращаешься просто в рекламщика, который ездит и рекламирует там отели, сервисы или страны. Нет. Да, я действительно склонен к тому, чтобы комплиментарно высказываться о странах, но это, опять же, это моя субъективная история. В Саудовской Аравии тоже все не так гладко и не так сладко, как, возможно, я показал, как в Швеции, как и в многих других странах. Но я точно знаю, что туда приедут ребята и расскажут об этих сторонах другие. Вот. А я бы хотел каким-то образом освещать интересные и, возможно, позитивные стороны. Ребята из Министерства туризма Саудовской Аравии тебя тогда сопровождали? Да, конечно, в Алюле. Я прилетел в этот район. И это где вот эта красота древняя была, да, горы и все остальное. Да. Главный вопрос, который у меня возник, съемки, все остальное очень супер, как всегда. Но не кажется ли, что интонация выпуска про страну, где до сих пор происходит... Вот здесь сейчас появляются новости о массовых казнях, о том, как преследуют гомосексуалов и трансгендеров, про то, как убивают в посольстве журналиста в этой, кстати, стране, в Турции. Как можно не упомянуть об этом, и когда рассказываешь про страну? Оказывается, можно. Я этого не сделал. Ты думал перед тем, когда ты собирал выпуск, ты же знаешь про это, вот. Ты колебался? Я не колебался, потому что у меня был вариант только один. Либо не показывать этот выпуск, либо показать его без упоминания тех вещей, о которых ты говоришь. А почему? Потому что договоренность или потому что концепцию рушит? Нет, это не рушит концепцию, на самом деле, но просто потому, что я приехал показывать туристическую привлекательность Саудовской Аравии. Да, я действительно рассказал про наследного принца, который очень много сделал в стране. И, безусловно, у него, все не так гладко. Но так, в принципе, можно сказать о очень многих национальных лидерах. Это правда. И я в этом смысле рассматривал это в контексте того, как страна меняется, и, с моей точки зрения, то, что я увидел, она меняется к лучшему. Хотя, конечно, наверняка там есть много всяких таких неприятных вещей. Но я всегда просто, понимаешь, история, да, я рассказываю там про экономику, про все остальное, но меня, в первую очередь, интересует туристическое направление, туристический аспект. Поэтому эта повестка для меня важна. Да, безусловно, все эти вещи, то, что... Это очень важно, но я о них не говорю просто потому, что я о них не говорю.
Также почему я не говорю на тему политики. Это вообще другая история. Если я начну говорить о жести, то я даже не знаю, как я смогу ли вообще делать эти выпуски. Просто потому что не твоя органика. Да, это не мэчится с остальным лейтмотивом, который есть у меня в программе. Но я знаю, что тут приедут ребята, другие блогеры, и снимут другой аспект. Однозначно, так и будет. Кого ты смотришь из других чуваков про путешествия? В русскоязычном сегменте Ютуба? Леня Пашковского. Так. «Хочу домой». Так. Антон Лядов сейчас набирает обороты, я периодически его что-то там подсматриваю. Вот. И это как раз тот человек, в любом случае, который приедет и сделает выпуск про то, как все плохо, и про... Ну, то есть это человек, который там зайдет в самые стрёмные места, и все будет по красоте. И которому в комментариях потом напишут: остановите его, он же следующим полезет в кратер вулкана или к сатане в чан раскаленный. Да, это человек, у которого максимально занижено чувство самосохранения. Так. Но я больше смотрю, не знаю, наверное, больше западных блогеров. Как-то я больше на англоязычном YouTube падок. Ты же понимаешь, какой у тебя образ в YouTube? Ботаника задрота? Ну, я хотел сказать другое. Чувака, которого все любят. Тебя так просят на интервью, к тебе так относятся, если заглянуть в чужие комментарии и почитать, как именно тебя просят. Ты испытываешь по этому поводу какое-то давление? То, что у тебя такой образ доброго своего умницы. Я не знаю, почему так происходит, вот клянусь тебе, я не понимаю. То есть, наверное, именно из-за этого образа ко мне там может подойти какой-нибудь парниша в Киеве, просто так, знаешь, по-свойски так хлопнуть меня, причем парниша, может быть, 1,5 раза больше меня, хлопнуть меня так по плечу, говорит: «Здорово! Ты!» То есть, знаешь, какая-то понебратство. Я так понимаю, что не со всеми такое бывает. Я понял. Это история про то, что мне хочется, чтобы я как будто взял зрителя или там человека, который будет смотреть это за ручку, понял, и как follow me просто провести его по местам. То есть не обращаться как бы к какой-то виртуальная аудитория огромная, к какому-то конкретному человеку. Конкретному корешку по ту сторону экрана. Наверное. Не знаю, это я не делал это какой-то концепцией, не прорабатывал это изначально, это просто как-то органически сложилось. Но нет, наверное, это был противовес телеку, мне хотелось какой-то больше персонификации, знаешь. А у тебя была эта история, что вот «Орел и решка» — это все равно драматургия. Там много вещей, которые телевизионные. А когда ты откупоривался и делал свое, тебе было важно, чтобы вот драматургия была по минимуму? Слушай, ну она есть в любом случае. Это все равно, это как бы все равно есть драматургия, ну, если можно назвать драматургией, какие-то фишки. В «Орле и решке» на самом деле много очень ситуативных вещей. 100%. Ну, они есть, но просто... При всем уважении к проекту, но там просыпание в палатке, там часто абсолютно левое, и человек все равно спал в гостинице эту ночь. Ну, просыпается он... О, море. Ну, ты, кстати, неплохо отыграл тоже вчера. Когда? Вчера. Отыграл? Смешно, но не засчитано. Да. Да, ты видишь, как бы, что такое реальное просыпание в палатке, да? Это когда ты опухший, с синим лицом, с закислившимися глазами вылазишь из палатки. И не знаешь, как это сделать, как у меня было в прошлую ночь. Я не понимал, что поднимать надо вот так. Это правда. В чем прикол Ютуба, ты сам это прекрасно знаешь. Что все должно быть, может быть, и будет максимально просто, но все это на 100% честно. Даже мы, когда передвигались вчера на автомобиле сюда, мы же сказали, да, что мы едем на машине, что невозможно этот путь, на самом деле, пройти. Это принципиально важно. И мне кажется, это один из базовых принципов, на которых зиждется YouTube и вообще взаимодействие креатора с аудиторией. Базовые принципы честности. У нас впечатление о тебе и до видосов, и сейчас, что ты дико организованный чувак. Ну, смотри, в плане съемок, да, потому что я стараюсь успеть как можно больше, поэтому, да, я не так, как вы, парни, я собираюсь очень быстро, и у меня всегда, я могу всегда чем-то пожертвовать, то есть съемка — это самое главное. Если еда, сон и все остальное — это опционально. Вот, типа, я спал уже в этом месяце, зачем все эти штуки? Но у тебя есть, например, 7 дней в стране, условно, да? И ты прекрасно знаешь, что самая главная штука — это погода. Вот сейчас светит солнце. Идеальная погода. Просто идеальная погода. Если бы здесь были тучи и не было бы солнца, уже здесь все было бы, как у нас любят говорить, срали-мазали, знаешь. Вот. А когда у тебя идет дождь, ты просто не можешь снимать. Вы сами знаете это. Поэтому иногда ты должен там заложить какой-то дополнительный день на то, что вдруг будет погода плохая. И самый важный момент. У тебя есть световой день. Да. И вот, когда солнце зашло, ты начинаешь снимать, когда солнце
солнце зашло, ты начинаешь снимать, когда солнце заходит, ты заканчиваешь снимать. И вот эти, там, не знаю, 10 часов, 8 часов иногда, ты должен спланировать так, чтобы успеть максимальное количество вещей. Поэтому иногда, да, еда — это вещь, которой нет в моей жизни. Ну, ничего. Как видишь, я пока нормально. Что-то жарко. Есть такой разденься. Раздеться? Не, кстати, очень приятно, Антох все эти дни подкалывает нас жестко на предмет всего. И есть ощущение, что он такой же внимательный наш зритель, как и мы его. Это прям радует. Антон Птушкин, если кто-то не знает, он очень важный технический гик. Возможно, вы заметили, возможно, нет, но я приехал на Азорские острова с новым дроном. Итак, познакомьтесь, Камикадзе. Это дрон, который называется FPV-дрон. First Point View дрон, то есть дрон от первого лица. Это вообще гоночная машина, то есть это прям гоночные такие коптеры, которые просто были потом переоборудованы под нужды людей, которые снимают некое видео. Здесь экшн-камера вот такая, и, то есть, видишь, эта вся система, она самопальная, это все паяется прям люди сидят там. Просто какие-то кулибины делают, да? Да, это карбоновая рама, то есть он достаточно прочный, и самое интересное, конечно, это его скоростные характеристики. Как ты думаешь? Ну, сколько? 60 км в час. Нет, какой разгон до сотни у этой машины? До сотни? До сотни, сколько? 5 секунд. Ну, почти, меньше одной. То есть это примерно, ну, это Формула-1. Ну, это же убийца. Ну, просто, у этого слушай. чуть-чуть меньше, потому что это более синематик, это более кинематографичный дрон. Но у гоночных дронов прям, типа, за секунду 110 км в час. То есть это... И все. Я всегда, вот реально, немного очкую перед полетом. Это прям немножко страшно. Да, в этих дронах летается в очках, ты летаешь в очках, потому что скорость принятия решений такая, что если у тебя будут какие-то блики, там что-то еще, ты просто разобьешь машину. Поэтому ты надеваешь очки, Сколько он стоит? И летаешь. Понимаешь, это история, которую нельзя купить в магазине. То есть ты ее собираешь, ну, примерно, не знаю, ну, там, типа, $800. Но еще все эти примочки, там, может быть, там на пару тысяч потянут. Что, полетели? Блин, мне самому страшно очень. Да, я тоже. О, как зелено. А слева видишь? О, хорошо. И ты резко падаешь, свободное падение. Пике типа, да? Да. Блин, какое море синее, а? Сейчас, смотри, Тим, 88 км в час. 88? Да, можно быстрее. Давай быстрее. Слушай, ну ты же прям очень близко к краю. Кем и как бы ты хотел встретить, ну, скажем, 2022 год? У самурая нет цели, только путь. Вот я просто иду по этому пути и не знаю. Ну, просто все настолько быстро меняется, я не тот человек, который планирует настолько так долго. Поэтому, не знаю, я просто пытаюсь прислушиваться к себе, не всегда это получается, но пока у меня есть силы и наснага, как говорят в Украине, ну, то есть такая удалецкая, да, я это просто делаю. Что будет дальше, честно, не знаю. Может быть, это каким-то образом видоизменится, может быть, я не знаю, в общем, но пока все так. Тебя же хантит телевизор? Ну, не просто, чтобы покупать выпуски. Да, конечно. Ты всегда отказываешь? Да, конечно. Я слышал, что юбилейный сезон «Решки» будет. Угу. Тебя позвали? Угу. Что сказал? Ты знаешь. Я не знаю. Смотри, есть просто
у меня не хватает времени на мою личную жизнь, на какие-то вещи, которые мне очень важны. Я сейчас пытаюсь уделять этому больше времени, но идти в другие проекты я точно сейчас не готов. Это раз. Во-вторых, честно, я не понимаю сейчас, как... Может быть, это сейчас очень огульно прозвучит, но как, не знаю, там... делать что-то по команде режиссера или какие-то такие вещи. Хотя на «Решке» это все очень лайтово на самом-то деле. Это вещь, которая ни в коем случае не приказная, но так или иначе, когда ты приезжаешь ведущим, это значит, что ты ведущий. И если тебе что-то внутренне не нравится, то, это есть такое правило, я по нему всегда жил. То есть все равно ты можешь что-то высказывать, но за режиссером всегда финальное слово. А мне бы хотелось сделать, и только у меня есть возможность сейчас сделать так, как мне хочется. Не всегда это правильно, не всегда это хорошо, но это так, как мне хочется. И я за эту свободу, свобода сейчас это, наверное, самое ценное, что есть. Просто делать то, что тебе хочется. И если еще это кому-то нравится, это прям мега-вау. Юрий будет дуть будет Юрий. Блиц. Я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Колбаса или сало? Колбаса. Борщ или хумус? Это сейчас просто по сердцу. Хумус. Твой любимый сериал? «Теория большого взрыва». Скриликс или Дэвид Гетта? Ни тот и ни другой. А кто? Хорошо, Дэвид Гетта, но только в начале его творческого пути. Кстати, он хорошую музыку писал, реально, когда-то. Лермонтов или Пушкин? Пушкин, я должен сказать. Как часто тебя называли без буковки «Т»? Ты знаешь, не часто, на самом деле. Меня больше, как-то говорят, больше Пту, друзья, или Птухерман, это вообще придумали мне в школе, да, почему-то Пушкиным не называли. Хотя, на самом деле, видишь, да, волосы у меня чуть похожи. Если правильно все сделать в плане объема, то, да, я буду похож либо на Варламова, либо на Пушкина. И финальное. В чем сила? В этом моменте у меня очень сильно заурчал желудок. В идее, наверное. Идея — это очень сильная штука. Когда она тебя заражает, ты можешь способен на многое. Юрий будет дуть будет Юрий. Конкурс. Что ты подаришь? У вас дарил кто-нибудь деньги? Типа много денег так? 10 миллиардов долларов. Зимбабве. Мы на водопаде Виктории видели на границе Зимбабве, там да, продавали. это банкнота с номиналом 10 миллиардов долларов. То есть можно абсолютно легально и очень быстро стать долларовым миллиардером. И 2 книжки про суперзагадочные вещи. Первая про шведское счастье, а вторая про киевские балконы. И если с первой можно разобраться, то с киевскими балконами это прям очень... А это какой-то особый жанр архитектурный? Это, когда ты приедешь в Киев, я тебе обязательно покажу. Это невероятно... Я лучше покажу тебе эту книгу. И подарю тебе тоже. Конкурс. На первый взгляд очень общо прозвучит, но у нас такие крутые варианты были на не менее общие конкурсы с Анакондас про факап и с Мишей Козыревым про лучший концерт в жизни, что мы хотим повторить это с королем путешествий Ютуба. Ваше самое необычное путешествие в жизни. Вот именно необычное, коротко, и которое умещается в один абзац. Не просто про красоту, про что-то еще, а так, чтобы это было необычно. Даже если, раз мы говорили про Дурнева, речь будет о поездке к бабушке на Десну, это подходит. В прикрепленном комментарии оставляем, и самый интересный, самый классный вариант получит вот эти призы от Антона. Антоха, спасибо большое за эту поездку. Спасибо, вы пупсики, правда. Команда у тебя... Или касатики. Если вы хотите, не вопрос, можно брать. Вы реально очень крутые. Ты тоже очень крутой. Спасибо.